Добрый день, это расклад Таро предсказания для знака зодиака Лев. Если у вас Солнце в знаке Льва, Луна, асцендент, а также стелиум планет во Льве, то вы можете смотреть это предсказание на октябрь 2022 года. Итак, я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все сферы жизни человека. Что ждет львов в октябре? Первая карта. Очень интересная карта такого подаяния даров в секторе партнерства. Она говорит о том, что вы будете чувствовать какую-то особую благодарность вашему партнеру, если он у вас есть, да, и вы захотите его как-то отблагодарить. Это может быть как реальные какие-то подарки, да, так и просто чувство благодарности. Мы знаем, что сейчас для многих львов, возможно, в партнерстве не совсем простой период, потому что напротив вашего знака Льва знак Водолей, да, знак партнерства, который как-то, естественно, влияет на вас. И в Водолее находится планета Сатурн, которая, конечно, может приносить некоторые сложности во взаимоотношениях. И львы могли замечать, что у них стало меньше партнеров, либо как-то они чувствовали тяжесть относительно ваших отношений внутри семьи, да, с вашим мужем или женой. И вот по этой карте и вообще в октябре я чувствую, что вам будет легче уже, да и Сатурн тоже переходит в прямое движение. Уже была его последняя петля, которая длилась с лета по октябрь, да. И для кого-то это будет больше поклонников, больше подарков от них, больше клиентов, каких-то благодарных людей. То есть не только вы, но и вам люди тоже захотят выразить свою благодарность за ваши дела. Вы потрудились на славу. Сатурн преподнес вам какие-то уроки, которые вы действительно прошли, но для многих это так. Также эта карта может означать партнеров в бизнесе, с которыми будут удачно складываться дела, партнерство, которое будет приносить вам прибыль. А также эта карта еще говорит о таком правильном смирении, целенаправленной какой-то работы, духовной работы над собой, за которую вы будете вознаграждены партнером, который будет находиться тоже на таком же духовном высоком уровне. И вот наконец-то у вас будет любовь, которую вы заслуживаете. Либо вы в тех отношениях, которые у вас уже есть, они улучшатся, вы вместе преодолеете какие-то трудности и выйдете вот на этот новый уровень, где у вас и любовь, и достаток, и путешествия, и благодарность друг другу. Очень замечательная карта, я считаю. В секторе финансов вас тоже ждет рост, потому что здесь мы видим подростка, который вылупляется из яйца. И это, конечно, понимание того, как еще вы можете зарабатывать какие-то новые методы, новые ресурсы дохода, новый уровень дохода. Для кого-то даже новая работа. Здесь может быть и, наверное, это самооценка здесь очень важна, да, потому что вы точно уже начнете понимать, в чем ваша ценность как работника или где вот эти финансы, как их правильно зарабатывать. Вот какой-то уровень вашей финансовой грамотности повысится, вы это прямо реально начнете уже ощущать, либо вы начнете, может быть, как-то повышать свои финансы, ресурсы, начнутся какие-то поступления к вам на счет. В общем, это хорошая карта начала, которая несет прибыль. Еще одна прекрасная карта отношений, да, таких любовного трепета и переговоров, я даже не знаю, романтических переговоров. Конечно, если для вас не актуальна тема романтики, это могут быть очень такие деловые, но приятные переговоры с какими-то людьми вы, может быть, будете вести. Но и вообще, конечно, так здесь у нас Венера, знак весов, и это такое партнерство, как я уже говорила, когда вы почувствуете себя с партнером на одном уровне. Здесь партнеры смотрят в глаза друг другу, они как бы стоят вот на одной вот этой линии,
я имею в виду в отношениях, в любви, то есть они друг друга любят в равной степени, да, они хотят друг другу сделать друг друга счастливыми, вместе танцуют, у них у всех свои роли, но эти роли как бы равноценны. Ну и здесь, конечно, на бытовом уровне это знакомство по переписке, это может быть знакомство среди вашего близкого окружения, но еще и знакомство с иностранцем тоже, потому что этот сектор отвечает за сектор всего иностранного. И не исключено, что вы встретите какого-то человека вдали от дома, либо у вас будет встреча с этим человеком, возможно, совместная поездка, путешествие, наконец-то вы будете вместе. Может быть, вас пригласят в какое-то такое заведение, типа ресторана, где вы будете вместе танцевать, наслаждаться жизнью. И вообще эта встреча пройдет очень хорошо, потому что вы можете разговаривать на какие-то общие темы и вообще даже без слов друг друга понимать. Благоприятная карта. Ну и, конечно, она еще что означает? Удачно, наверное, покупки какие-то средств связи и поездки. Если вы долго думали, что-то такое, может быть, изучение каких-то языков. Очень благоприятны любые коммуникации. Несколько тяжелая, да, карта выходит в секторе 4-10 сектор, который отвечает у нас за карьеру, за место нашего жительства, недвижимое имущество. И здесь мы видим, что, возможно, что-то пойдет не так, в том плане, что вас заставят поволноваться, так как здесь у нас изображена Луна, знак Рака – это какие-то материнские энергии. Может быть, вам нужно будет больше внимания уделять своей маме, своему сектору недвижимости, да, то есть где вы живете, может быть, у вас что-то там, какие-то дела, связанные с ремонтом, с переездом, но они будут проходить очень тяжело. Может быть, вы наступаете на одни и те же грабли там, при выборе квартиры, при выборе места жительства, или не можете найти диалог со своей мамой, и как-то вот это тоже, либо вы как мать тоже не можете договориться с вашими детьми, вам становится тяжело жить под одной крышей, вы вынуждены, допустим, да, в этом периоде как-то жить со своими родителями. Вот такое. Или, например, из-за вашего ребенка вы не можете пойти на работу, или вы устроились на работу, но вам нужно сидеть с ребенком, вы постоянно отпрашиваетесь. В общем, вот такие несколько тяжелые энергии, когда работа и семья ваша личная, или вы сами не находят гармонии. Но здесь такое впечатление, что вы все равно выбираете какие-то ваши личные интересы и работу, а не семью, да, потому что мы видим здесь ребенка, она все-таки выпускается из рук. Я думаю, что у каждого здесь свои могут быть варианты. Я вот вам назвала уже некоторые, которые здесь могут быть. Но мы еще дополним эту карту другими картами с колоды Ленорман Immunology. Карта показательного боя, да, соревновательности какой-то выходит как раз в этом секторе, который отвечает у нас за спорт, соревнования и любые конкурсы. Поэтому, возможно, кто-то из вас будет принимать участие в этих конкурсах. Может быть, ваши дети будут соревноваться. Это карта, в общем-то, интересная. Единственное, что негативное может здесь быть, это то, что вот в период вот этой борьбы, выказывания себя, это может, вы можете слишком загородиться, да, слишком театрально заиграться, и это уже приводит к ссоре, да, а не только к такому дружескому бою. Но в целом карта благоприятная, я думаю, что здесь вы захотите как-то продемонстрировать свои таланты, свое творчество, себя, может быть, для кого-то это демонстрация своего партнера, своих новых отношений. Львы часто любят выставлять на показ свои отношения. Может быть, как-то вы будете активны в социальной жизни очень. И даже соревноваться, это вообще свойственно для вас, например, кто лучше одет, у кого там лучше дети, детьми своими будете гордиться в том числе. Вот такая карта. Прекрасная карта выходит в секторе, в 12 секторе. Это карта семьи, да, когда семья, полная чаша, здесь любовь у родителей и дети счастливы. Поэтому, конечно, несмотря на то, что здесь у нас вышла такая тяжелая карта, я надеюсь, что у львов не будет больших проблем в взаимоотношениях, потому что карты все-таки вышли неплохие. И здесь карта партнерства вышла просто замечательная. Поэтому
я хочу сказать, что семья в данном случае, ваша поддержка и опора, особенно если у вас есть своя семья, дети, вы будете чувствовать это, и очень много времени, возможно, в октябре будете заниматься вот какими-то такими семейными вопросами. Просто вот эта семейная рутина затянет вас, но она будет приятная, и ваша семья может как-то даже быть на виду, может быть, у вас появятся новые члены семьи у кого-то, кстати, да, потому что ведь что 12 секста для женщины, это еще может означать беременность. Вот по этой карте, кстати, здесь люди могут думать вообще, да, стоит ли им заводить ребенка. Может быть такое у некоторых, что в душе вы хотите ребенка и уже любите его, а обстоятельства какие-то жизненные, ваша работа, например, место, где вы живете, там недостаточно комнат, допустим, в квартире, да, мешает вам, и вы вынуждены принимать какие-то другие решения. Здесь может быть такой диссонанс у некоторых львов, но в целом эта карта просто замечательная, семейной такой идиллии. Что нам скажет колода Ленорман? Какой совет или предсказание, может, дополнительное, мы возьмем для львов? Это только 3 карты. Интересные карты выходят. Рыбы. Рыбы — это, конечно, какая-то прибыль. Вот, скажем так, и рыбы, и совы, да, карты в чем-то похожие по своей энергетике, потому что, ну, рыбы, конечно, более эмоциональные, совы, они более мудрые, но и то, и другое находится в глубине. Если совы летают по ночам, да, рыбы, они на глубине, мы тоже не всегда видим, что там в этих глубинах находится. И здесь что-то тайное у вас в жизни может быть. Может быть, это какие-то тайны вашей семьи, которые вскроются, а вы хотите их еще сохранять. Может быть, вы часто будете работать или ночами не спать, да, у вас будет какая-то ночная жизнь. Но в целом это благоприятные карты, может быть, такой период у вас будет несколько неясный, когда вы уйдете в тень, да, по некоторым вопросам вашей жизни. А вот карта корабль, она как раз может означать путешествие. Здесь у нас уже была прекрасная карта, которая говорит о путешествии. И да, это очень даже у многих львов может быть какая-то поездка или путешествие, переезд даже у кого-то к новым берегам. Может быть, вы получите определенные документы, визу невесты, например, или что-то такое, чтобы отправиться к человеку в другую страну, потому что здесь корабль все-таки у нас несет в себе еще иностранный смысл, да. Поэтому вот такой месяц. Может быть, вы как-то тайно захотите решать какие-то дела вашего личного характера, тогда вам это будет удаваться. Поэтому... еще совсем забыла, что у нас же есть колода Moonology, и мы тоже еще одну карту возьмем из нее. Что она скажет для львов? Это полная луна в знаке зодиака Рак. Ну, Рак — это тоже семейный знак. Здесь у нас уже выходила такая карта благоприятная. И полная луна, она говорит о каком-то, может быть, решении, которое вы должны принять относительно вашей семьи. Это может быть совершенно разное, да, у всех. Может быть, вы решите завести ребенка, как я уже говорила. Может быть, переезд у кого-то. У кого-то дети, может быть, покинут гнездо, либо наоборот вы съедетесь со своими детьми, со своими внуками. Так что здесь по полной луне это какие-то уже кульминационные такие моменты, окончательные, когда вы что-то будете решать относительно ваших детей. Может быть, для кого-то, ну, это в таком не очень благоприятном варианте, это раздел детей, да. Бывает же такое, что супруг берет себе одного ребенка, жена другого, или что-то в этом духе, или решается вот этот вопрос, с кем дети будут проживать. Вот что-то такие вот вопросы здесь могут освещаться для львов. Ну и вот такое предсказание получилось у нас на октябрь. И я хочу, чтобы вы взяли отсюда все самое лучшее. Удачи вам во всех делах и до встречи на моих новых видео. Всем пока!